синий, белый, красный и золотая вилка с золотыми дисками. Давай газа, давай, Ямаха. Она красивая. И вот когда я вам говорил, что черный цвет мне не нравится, стоил 12 500, и теперь стоит он 10 400. Готов заплатить деньги чисто за визуал. Кавасаки красного цвета. Пацаны, ну красивый мотоцикл. Возможно, кто-то еще не видел. Открою вам секрет. Лер, привет. Привет. Привет опять. Последнее видео о бизнесе, было очень много комментариев, я каждый комментарий читаю, поэтому я вас хочу порадовать, давно не радовал и устраиваю в конкурс. Друзья, приехал Михаил, смотрит меня давно, привез подарочек, огромное спасибо, из Ирландии, да? Дублина. Все, я понял, да. Блин, красавчик, мне очень приятно. Мне очень приятно, когда ребята приезжают из разных стран мира ко мне в гости в Блинную. Вы крутые, спасибо вам, Михаил, спасибо за подарки. Ну и я решил вам тоже сделать подарки. Разыграем одну кепочку Fuck You Грусть, одна футболка, 2, там 3, 4 футболочки, 2 худи разыграем и кучу наклеек. Первое условие — это лайк под видео и подписка на канал. Все остальные условия будут в телеграм-канале, ссылочка на телеграм-канал будет в описании под этим видео. Приятного просмотра. Мы дожили до тех времен, когда ты заходишь в телефон и сам настраиваешь мощность мотоцикла. Я просто офигеваю с этого всего. Вы не офигеваете, мадам? Нет? Ну не этого мотоцикла, мы сейчас просто говорили здесь о эндуриках. Все в телефоне. У нас вот серия о том, как мы снимаем другое видео, о том, как ты покупала мотоцикл, ребята еще не знают, так что мы в Ямаха-центре, все запутано, ты сама ничего не понимаешь, потому что я поеду в другие центры, вот так начинается другое видео. Такие вот дела, друзья, мотоциклы разбирают как горячие пирожки, а мы с вами сейчас прокатимся по мотоцентрам Kawasaki, Suzuki и Honda. Хотя ребята сказали, ой, бляха, моя бедная губа на BMW. Хотя Лаура сказала, что она была в Honda центре и все мотоциклы раскупили, что там нет ничего интересного. Придумал такое стихотворение: у кого отписка, у того на лбу пиписка. Поэтому, друзья, самое время подписаться на канал, нажать этот гребаный колокольчик, чтобы получать уведомления, так как Денчик совсем скоро уезжает в Турцию, и там будет очень крутой и интересный контент. Алды, ребята, помните, как Денчик навернулся? Вот там, вот в этом месте, на джиксере своем, когда только-только покрасил его. 30 апреля в Риге, в Латвии, открытие мотосезона, но я не попадаю на него. Я буду в Турции кататься на BMW 1000RR, на новом мотоцикле, и снимать оттуда для вас контент. Первое место, которое мы с вами посетим, это Honda Центр. Когда-то я был большим фанатом Honda мотоциклов, у меня было целых 3 Honda. У меня была Honda CBR 900 Fireblade. Я всегда любил Honda за ее надежность, за простоту, даже за дизайн и за эту близость к народу. Что у нас здесь? Первый мотоцикл, который я вижу, это Honda, которая продана. Я даже не знаю, что это за модель. Судя по коферам, судя по сиденью, это туристический мотоцикл, уже подготовленный. Цена 16 123 евро. Мне очень нравится этот мотоцикл. Вот я вам не раз, ребят, говорил, что немного я уже склоняюсь к тому, что пора покупать или гуся, или Африку, или какую-нибудь Honda Tracer и начать путешествовать. Ребят, смотрите, это все автоматы, цена одинаковая, да, не зависит от раскраски. Вот здесь уже эти 2 мотоцикла проданы. Мы только что вот из Yamaha центра, там тоже разбирают мотоциклы как горячие пирожки. Вот установили Givi дополнительные вот эти дуги, Givi освещение, защиту на фонарь, переднее стекло, задний ящик для бутербродов и защиту для рук. Ни разу не ездил на автомате, может, если у кого в Латвии есть, напишите, я с удовольствием вообще прокатился на Honda Африка, это потому что один из моих любимых мотоциклов, но возможности прокатиться нету, так как Латвия маленькая зеленая страна, и у нас ограничено с мотоциклами, у нас по одному дилерскому центру на каждого представителя, вот Honda 1, BMW 1, Kawasaki 1. Я понимаю, ребята, у нас нет таких бюджетов, чтобы заказывать мотоциклы и давать демо-мотоциклы всем, кто захочет прокатиться. Я тут увидел какую-то супер тенячку, что это такое? Это Dual Clutch Transmission, это вот этот автомат, какой он большой.
Интересно, он надежный или ненадежный? У кого-то в Латвии я уже видел такие мотоциклы. Самая моя любимая раскраска, ну, конечно же, вот это белый, синий, красный. Хотя не, подождите, самая моя любимая раскраска вот это синий, белый, красный и золотая вилка с золотыми дисками. Ребята сказали, если ставить оригинал тюнинг, то он будет подороже, а вот Гиви подешевле. Когда ставят один ящик вот такой вот, я понимаю, что это удобно, по бокам нет ящиков и можно ездить в междуряде. Но мне это напоминает доставку еды, доставку пиццы. Я все-таки за вариант, когда вот все ящики, если мне больше нравятся вот такие никелированные. Слушайте, обалдение. Как я хочу купить такой мотоцикл или что-то похожее, или несколько мотоциклов, путешествовать, ни о чем не париться и показывать это вам. Гарантия 2 года, без ограничения по пробегу, так же, как и у Ямахи. Если хотите, вот можете себе газонокосилку купить Honda. Я слышал, что газонокосилки тоже очень хорошие, только она продана. Honda 650R, 9569 евро. Отличный вариант для тех, кто любит спорты в пластике, но боится или не может его себе позволить и ездит в основном по городу, потому что клипоны высоко здесь, движок от 650-ки, настроен на уличную езду, посадка более-менее удобная. Для второго номера большое сиденье. У тебя есть, да, такой мотоцикл? Ну вот, по городу удобно наваливать на нем. Мы не продаю его. Эти снимаются колпачки, что ли? Не, ключом. А, все, я понял. Вот я механик. Здесь же специальный ключ идет. Не-не, вот специальный ключ, да. Здесь подкручивается. Такие два штучки. Отвертка обычно. Ну, это вот альтернатива на Yamaha R7. Любителям эндуро. Вот этот эндурик 11197 евро. 450 кубов. Как мы видим, такие здоровые перья шоу. Я никогда не катался на эндуриках. Ну, мне хочется что-то. Вообще хочется открыть сезон и хочется уже кататься на мотоцикле. И тут идет уже по размерам. Большой, маленький. Хотя не, вот этот средний, эти все одного размера. Я в эндуриках не разбираюсь, просто хотел вам показать. Вот этот стоит 3328 евро, 125 кубов. Тут у ребят шлема, гоночные куртки, квадроциклы и еще 2 каких-то крутых скутера. Одному даже присвоен знак мотоцикл года. Вот, пожалуйста. Не знаю, что за модель, ну, наверное, очень крутая. Кожаные штанцы Dynis 515 евро. Ну, плюс-минус так и получается. Комбинезон, ну, где-то 1200-1000 евро. Всегда торгуйтесь. Даже те, кто официалы, они с удовольствием предоставят скидочки. Просто многие этого не знают. Вот штанцы еще тоже 470 евро. Эти штанцы 400 евро. Еще, ребят, помните, что нет плохих шлемов. У каждой просто компании, например, Shoei, Arai, там есть различные ценовые категории. Есть премиум класс, есть средний класс, есть говно класс. А, ну вот это да, четкий шлемак такой. Но единственный минус вот матовых шлемов, что они царапаются очень сильно. Ты куда-то поставишь, положишь его, не так и все. Вот для девчонок классный шлемак, для пацанов стилевых парней. Единственное, ну сразу скажу, ребят, такой шлем, он для города. И если хотите лучше безопасность, конечно, покупайте фуловый шлем. Вот это интересная модель такая, разукрашенная. Не мог удержаться и не показать вам вот этот Opel классический. Я любитель классических автомобилей. Opel Kadett LS. Не знаю какого года. И тут рядышком вот такой вот мотоцикл. Это Honda Shadow, не? Что это такое? Громадный диван у него. Такой весь хромированный. Да, это Honda Shadow. Я правильно, я отгадал. Чисто мотоцикл для брутального мужчины, у которого такая же брутальная женщина. И вот он Чипсоны, тоже мотоциклист. Попробуем. Да, Димас, фанат Honda. Что ты о Honda можешь сказать, пару слов? Езжу, нормально, Ездишь? Так вот, Демос Пита чипсы нигде не может купить, говорит. Еще не могу, сейчас буду пробовать. Пожалуйста, еще Уверен, что 3 на счастье. Сейчас мы с вами, друзья, отправляемся не в Кавасаки, не в Сузуки центр, а мы отправляемся с вами за котлеты для меня. Потому что я, как простой человек, хочу kūšīt. Labdien, man lūdzu vienu vistas filē. Grilēta vai ananāsa? Nē, grilēta un vienu kapučinu. Un tas viss būs. Piedrums nevajag? Nē, nevajag. Labi, varbūt. Да, полдес. Друзья, еще хочу пожелать всем, конечно же, мира и приятного аппетита в эти сложные времена. Раз мы с вами говорим сегодня о ценах, я заплатил за капучино и куриное филе 4,40. Вот с таким вот прекрасным видом на Эйфелеву башню я буду сейчас обедать. Я не покупал вилку, потому что дополнительно вилка, нож и ложка стоят еще 25 центов. И я на диете.
Я весил месяц назад, не больше, 2 месяца назад 108-107 килограмм. Сейчас у меня 98. Петров, кстати, тоже скинул так неплохо. Совсем скоро мы встретимся, наверное, покатаемся на моциклах. И вы увидите, какой он стал худышка. Вкусно? Друзья, напишите все, что вы сейчас кушаете, пока смотрите этот видос. Знаете, совсем не верится, что в Украине сейчас идет война, что мои друзья сидят в подвале, кто-то уехал во Львов. Я думаю, большинство людей желает просто мира, просто жить, просто развиваться, просто кататься на мотоциклах, просто радоваться мелочам жизни. У нас тут топливо поднялось. Сколько у вас уже стоит топка? У нас литр дизеля евро 75, 95 евро 85. Но знаете, это не самое страшное, что может произойти в жизни. У меня тут и BMW еще в очередной раз хандрит. Нажимаю полную кушетку газа. Давлю, то есть педаль в пол газа, а она не едет. Что-то с маленькой турбиной. Не знаю, вот сегодня снимаю видео про мотосалоны. И потом съезжу к Ричику, попробуем разобраться, что же случилось. Но она то едет, то не едет. Кто-то мне сказал, возможно, это патруба, которая идет на турбину. Шланчик там какой-то. Но, скорее всего, нет. Что-то посерьезнее. Какая красивая BMW. Какой яркий чувак! Офигеть! Давай газа, давай, Ямаха. Какой сезон, пацан? Мужчина? Какой сезон? Друзья, я вижу, что многие уже выехали на улицу. Помните о том, что автомобилисты забыли о вас. Очень много песка, очень много ям. Короче, катайтесь аккуратно, и еще не так уж и тепло. И поменьше полиции на дороге вот стоят. Ждут уже кого-то. Сейчас еду и думаю, зачем я снимаю этот видос, трачу свое время, трачу свое топливо, рекламы нет, монетизация она минимальна. Монетизация вообще на русском языке, она всегда была меньше, чем на английском, поэтому если будете когда-либо начинать снимать влоги, я бы все-таки посоветовал вам снимать влоги на английском языке. Зачем я это делаю? Это привычка, наверное. Да, это привычка, мне это нравится. Самое лучшее, что может быть, это ваш лайк и комментарий под этим видео. И подписка на канал. Также подписывайтесь на телеграм-канал, ссылочка на него в описании. Ну а мы с вами приехали уже в Сузуки Центр. Я тут 100 лет не был. Интересно, что у них вообще есть на месте, есть ли хотя бы одна спортушечка. Вот это мой родной дом, так как я обладатель Сузуки Джиксера. Все, заходим и сейчас начинаем смотреть, что здесь. Я не вижу Джиксера. Джиксера, наверное, нету. Я помню, красный Джиксер здесь стоял. 2 года назад мы снимали видео. Я тогда еще говорил, ну, Джиксер мне нравится, но хвост мне нравится. И что я сразу увидел, ребят, это Хаябуза. Она красивая. И вот когда я вам говорил, что черный цвет мне не нравится, здесь черный цвет в сочетании вот с этим, не знаю, как это даже назвать, золотой, не золотой, оранжевый, короче, называйте как хотите. Очень красиво все выглядит. Единственное, что вот сразу мне бросается в глаза, это вот этот круглый катафотик. Почему они не ставят маленькие такие квадратные катафотики, например, вот сюда, ну или вот сюда прикрепить куда-то? Почему везде у всех катафотики, как у Аиста? Но зато я вижу очень крутую приколюху, это в фаре, вот здесь внутри, видите, логотип такой ниндзя, фара тройная, здесь еще леды идут по бокам, воздухозаборники, не фейковые, настоящие, это скорее всего инерционный надув, зеркала обалденно красивой формы. Слушайте, я вам тут уже делаю какой-то обзор мотоцикла, и вот я сразу заметил, что крыло такое громадное, и оно как-то идет более так вниз закрыто, чем обычно там у спорта, или вот на стрите Апрельки Туони оно немножко повыше стоит. И вот эта морда, она все такая как бы замазана, зализана, знаете, как у джентльмена волосы. Выглядит очень круто Хаябуза, мне нравится, вот сразу говорю, серьезно, круто выглядит. Что у нас по жопе? Тут жопа у нас такая же красивая, как и перед. Слушайте, ну классика, классику никогда нельзя испортить. Хаябуза есть Хаябуза. Двойные такие пушечки большие. Вот как я говорил, на многих мотоциклах такие батоны поставят, и выглядит это ужасно. А здесь мотоцикл сам по себе большой, выхлоп громадный, и он совершенно он не выделяется здесь, как будто вот как и родной, да. Конечно, я бы, скорее всего, поменял банки, поставил бы какие-нибудь тюнячи, чтобы звукан был нормальный, чтобы меня слышали, как Хаябуза летит. Мне разрешили присесть на этот мотоцикл. Я один раз в жизни только сидел на Хаябузе. Сейчас я вам скажу свои ощущения. Мои ощущения
Я хочу выехать и кататься. Вот какие мои ощущения. Сейчас все ставят обычно LCD дисплеи, а здесь еще классика. И эта классика, она здесь как никогда красива. Вот эти золотые ободки. На этой версии тоже золотые ободки? Да, золотые ободки. Что я сразу заметил, здесь гидравлическое сцепление. Я не понимаю, почему у меня на спортухе, на моем джиксере, не гидравлическое сцепление. Почему? Я чего-то не понимаю. Интересно выполнен замок зажигания. Если кто-то купит в Латвии новую Хаябузу, я буду счастлив прокатиться на ней и сделать такой небольшой тест-драйв. А зеркала как два маленьких лопуха. Они вот как будто висят на таких маленьких веточках. И вот эта вся мощь, которую я чувствую у себя под задницей на данный момент. А сколько у Хаябузы вообще литраж был, я что-то забыл. Ну ладно, сейчас посмотрим. Я думаю, что большинство из вас выбрало бы вот этот черный цвет с золотым. Хотя вот этот цвет тоже довольно прикольненький такой, но он матовый. Я думаю, будет царапаться сильно. Хотя на светлом обычно не видно ни грязи, ни царапин. В этом плане вот этот цвет, он просто идеален. Я никогда не был фанатом Априлии, но когда я тогда прокатился на Артурике Априлии, я офигел. Не знаю, что там по сервису, что по надежности, но в плане вот такого кричащего дизайна она очень и очень крутая. Тем более, что цена этого мотоцикла 10 750 евро. Я думаю, я считаю, что эта цена довольно хорошая для этого мотоцикла, учитывая то, что он заряженный. Тут очень много различных настроек. На нем можно как и по городу наваливать, так и на треке. Возможно, даже и в какой-нибудь дальничок махнуть. Ой, смотрю я вот на эти дисплеи, я знаю, что он цветной. Почему у меня на джиксере, сука, черно-белый дисплей? Ну почему? Тормозной бачок жидкости затонировано. Это дорого-богато. Brembo тормозная машинка. Это очень круто. BA-Racer, соответственно, Brembo тормозные суппорта. Круглый катафотик, как у всех. Не знаю, почему они не ставят квадратный. Плавающие тормозные диски. Ребята, вы не бойтесь, если диски так шевелятся, это нормально. Это так и должно быть. Ну и диски покрашены в цвет пластика. Очень круто, одобряю. Немножко меня смущает, когда в любой модели мотоцикла пластик идет наравне с сидушкой. Здесь вообще сидушка, получается, она даже выпирает за пластик. Как второму номеру тут здесь я не знаю. Хотя сидушка довольно мягкая. Я думаю, большинство ребят, которые покупают эти мотоциклы, ездят в одиночку и ставят сюда заглушку. Помните, мы были с вами в Honda центре, и я там говорил, что мне очень нравится Honda Африка. Я приехал в Сузуки, и мне нравится вот именно вот тут Сузуки тоже нравится мне, короче говоря. Здесь Сузуки коробки оригинальные, ну, наверное, в Гиве они подешевле будут. Но вот тут 3 Карабаса стоит, и выглядит очень круто. Сидушка такая классная. V-Storm модель называется. Рома, если ты смотришь это видео, у тебя же V-Storm вроде был предыдущего поколения. Вот это, видимо, переключатель, точнее регулировка стекла. Ниже, выше поднимается, уже в стоке идет защита рук. Ребят, это не просто V-Storm 1050, это XT-версия. Вот мне только что объяснили, очень классно, что помогают. XT-версия идет с дугами. XT-версия идет вот с Шитиари Янок. XT-версии. Вот эти вот защиты идут на XT. А что еще идет на XT, типа, как дополнительно? Круиз-контроль, это классная штука. В XT-версии еще идут зарядочки. Здесь USB. Как я говорил, вот эти вот защиты для рук. И под сиденьем еще идет зарядка USB и V12. Что я заметил, если вот такие кофры ставите, наверное, не очень удобно садиться на мотоцикл. Здесь такой же черно-белый дисплей, как у меня на джиксере, который я ненавижу. Почему они не могли немножко потратиться и сделать его цветным. Хотя бы какие-то акценты. Я вам не могу показать, потому что аккумулятор отсоединили. Зато могу показать, что здесь также гидравлическое сцепление, как и на Хаябузе. А вот на Априле тросиковое сцепление. Я вспомнил, на гоночных мотоциклах должно быть тросиковое сцепление, чтобы его было легче пофиксить во время гонок. Стоил 12 500 и теперь стоит он 10 400. Друзья, акция. Весна наступила, забирайте мотоцикл. Brembo тормозные суппорта. Что это за мотоцикл? Это GSX S1000 Katana. Я ничего не знаю об этих мотоциклах. Выглядит он экстравагантно. Довольно длинный задний маятник. Выхлопная система сделана очень классно. Она небольшая и не маленькая. Расскажите мне, специалисты мотоциклов, для чего делают вот именно такой формы держатель задних поворотников, номера, там, подсветки всего другого. Круглый катафотик красный, как я люблю. Наверное, тут несколько функций.
Возможно, вот эта штука, она очищает заднее колесо от грязи, но я не уверен. Что мне нравится, есть заднее маленькое крыло, у меня на Gixxer его нету, и вся грязь, которая идет из колеса, летит в амортизатор, который закрыт резиновой такой вот защитой маленькой, которая совершенно не помогает. Довольно легенький такой. Если есть возможность, то можно посидеть на всех мотоциклах, чтобы их прочувствовать. Посадка плюс-минус похожая, как на BMW S1000R. Такой же дисплей, как у меня, черно-белый, наверное. Маленькое стекло идет. Что мне понравилось, вот этот элемент значка с мечом и надпись «Катана». Большая квадратная фара, это что-то между классикой выполнено и модерном. Она не совсем квадратная, но она большая. Кто-то, возможно, скажет, что она выглядит ужасно, но вот я вживую это все смотрю, выглядит это интересно. Единственное, что, возможно, я бы поменял, это цвет мотоцикла. Покрасил бы диски в другой цвет, но это все на любителя. Fantic Racing. Первый раз вижу такой мотоцикл, ничего не зная об этих мотоциклах. XEF 125 Performance, 5050 евро. Следующий у нас, видимо, 50 кубов будет, да? Да, XE50 Competition 4450 евро. 93 килограмма весит, 7,5 литров на соточку. Я когда сверху смотрю на эти мотоциклы, они такие как селедки для меня, кажется. Ну все вот эти эндуро, они такие худые. Вот Серега Ланкара хорошо шарит в этих мотоциклах. Я вообще ноль. Масло Бардаль. Кстати, по поводу масла Бардаль, смело обращайтесь к ребятам из Риги, говорите от Денчика и получите хорошие скидки на масло. Я сам все время пользуюсь маслом Бардаль. А сезон уже не за горами, поэтому готовьте мотоциклы и готовьтесь выезжать на дороге. Ну а я буду в Турции, когда вы будете открывать мотосезон в Риге. Вы знаете, что я обращаю внимание на одну вещь в мотоцикле. Это катафотики. Посмотрите, визуально они один в один. Но это 500 кубовый, а это 125 кубовый. Люблю итальянцев, потому что итальянцы умеют делать вещи. У итальянцев классный дизайн. На таком мотоцикле одеваете кожаную курточку, кроссовки и уезжаете куда-нибудь чисто почилить, такой кофе попить, покататься с ребятами. И я вижу снова, что я вижу? Бардаль. Реклама Бардаля сегодня у нас. Выходим сюда. Здесь рай для девчонок, для ребят, которые любят скутера. Мне сразу бросается в глаза вот тот скутер, мы его сейчас пойдем посмотрим. И здесь у нас 2019 года Moto Guzzi, как правильно говорить, 85 TT. Представьте, с 1921 года они делают мотоциклы. И сразу видно, что ребята знают, что они делают, потому что здесь установлены правильные катафотики. Я думаю, что такие мотоциклы покупают любители стиля, любители чего-то необычного, любители классики. Я ничего не знаю об этом мотоцикле. Видимо, здесь V-образный двигатель, но это не точно. Но что точно, здесь карданный привод. Цепь или кардан, это уже решать вам. Везде есть свои плюсы и минусы. Это такая же версия, только немножко другого цвета. На что я обратил внимание, это вот на эту конструкцию. Для чего и почему это все так сделано, без понятия. Видимо, сюда можно устанавливать дополнительное освещение. Если бы мы жили в других климатических условиях, я бы кубиночке подарил такой мотороллер. А что интересно, этот стоит 3850, а вот этот синенький стоит 4500. А знаете почему? Потому что здесь уже идет 125 кубов. А здесь у нас всего лишь 50 кубов, но я готов заплатить деньги чисто за визуалку. Знаете, я, как и многие, люблю глазами. Это уже такие спортивные скутера, 4100, такие заряженные, как будто под спортушечку сделаны, но мне больше нравится классика. Еще один беленький, 3500 евро, 125 кубов. Как для девочки самое то, ну или для стилевого пацана. 14:52, вот такой вот у меня выходной день сегодня. До сих пор не понимаю, зачем я и катаюсь, снимаю вам это видео. Я понял, друзья, это карма. Вот я сейчас катаюсь, снимаю видео, трачу свое топливо, трачу свое время, тем самым помогаю вам экономить свое время и заработать больше денег, чтобы купить лучший мотоцикл. А по поводу Suzuki салона, Gixxer не было на месте, но вы можете позвонить туда и поинтересоваться, как долго его ждать и можно ли его вообще заказать, потому что с Gixxer'ами большой дефицит. А дефицит вы понимаете почему? Потому что время BMW 15:00. Потому что Gixxer это очень хороший, классный мотоцикл, на котором ездит Денчик. Катаюсь я тудым-сюдым, и расход у меня на BMW 7 литров по городу. Ну ладно, 8 максимум. Хорошо, что у меня 535 дизель.
Пошел, братюня. По-моему, это был какой-то итальянец, что ли. Не знаю, как у вас, но у меня мотоциклисты вызывают улыбку на лице и хорошее настроение. Я знаю, какие мотоциклисты не вызывают у людей улыбки. Те мотоциклисты, которые ездят с прямотоком по ночному городу. Чуть на встречку не выехал, дебил. Город Рига маленький. Я приехал в Кавасаки-центр на часах 15:19. Пошли. Мы здесь с вами уже не раз были, покупали тут новые мотоциклы. Посмотрим, что у нас здесь. Как и ожидал, здесь довольно большой выбор. В отличие от Сузуки-центра. Возможно, здесь будет спортушечка, потому что я хочу спортушечку видеть. И очень хочу посмотреть вот этот 1000 SX. Это мотоцикл для дальничка. Мне этот мотоцикл симпатизирует. Мне очень нравится этот мотоцикл. У меня ребята там спрашивали: Денчик, посоветую спортуху, на которой будет удобно. Это, конечно, не совсем спортуха, это мотоцикл для путешествия. Но вот это один из самых красивых мотоциклов именно вот этого формата, как по мне. Что важно, вы понимаете, да? Детали, они очень важны. Я не буду говорить, но вы все уже заметили, что я заметил. Единственное, чего мне в этом мотоцикле не хватает, это двойной пушки. Ребят, ну согласитесь, если бы они сделали еще выхлоп с этой стороны, как они делали на Z-1000 и еще многих мотоциклах, если я не ошибаюсь, то на предыдущем поколении был двойной выхлоп, но это не точно. Зато посмотрите, как легко можно регулировать заднюю подвеску. 100% здесь есть круиз-контроль, и если кто-то скажет, зачем круиз-контроль на мотоцикле, ребят, будете ездить на дальнички, поймете, для чего круиз-контроль, чтобы ваша рука не уставала. Интересно, какой тут дисплей, цветной, не цветной. Z900 RS, вот это тот мотоцикл, который я хотел бы, ну вот честно вам скажу, купить или иметь у себя в гараже, если бы я имел возможность иметь несколько мотоциклов. Золотые перья, золотые диски, Brembo, тормозные суппорта. Чем он меня подкупает, это вот этим огромным баком. Он вообще такой, знаете, большой. Я сам большой, мне нравятся мотоциклы большие. Многие говорят, что скоро опять с мотоциклами будет беда, мотоциклов не будет, поэтому разбирайте как горячие пирожки. Кому интересно, приезжайте. Вот Kawasaki H2 забирайте. Здесь тоже ребята постарались, правильные катафотики поставили, что важно. Дизайн немного спорный, особенно передок, он как будто перенакачан стероидами. Такой интересный, необычный дизайн, запоминающийся, это точно. Многие вещи на камеру он, возможно, выглядит немножко иначе, чем в жизни. Трубчатая рама, знаете, для чего она сделана? Для того, чтобы облегчить вес мотоцикла. Пацаны, если у кого-то в Латвии есть такой мотоцикл, или в Литве и Эстонии, вы мне напишите, я бы с удовольствием прокатился. Кто из вас видел Kawasaki красного цвета? Это что-то необычное. Тем более, что диски еще и красного цвета. Вы спросите: Денчик, почему она красного цвета? Все очень просто. Это юбилейная версия. Получается, вот 50-летие с 1972 года по 2022 год. Если вы спросите, что из ништячков здесь все в стандарте. Просто такая вот покрасочка. Один из моих любимых Naked мотоциклов, Z-очка. В последнее время я не сильно вникал в новинки мотоциклов, но теперь я понял, почему нету литров. Потому что Евро 5. И больше нет этих двух пушечек, которые были у нас на предыдущих поколениях Z1000. Есть еще вот такая раскрасочка, красная рама, белый пластик, это та же Z900. Здесь у нас Z900 RS, это не Special Edition, простая версия. И стоит она 11 350 евро. Вот этот вообще... это 650 RS, 7900 евро. Весной мотоциклы разбирают как пирожки. Этот продан, этот продан, этот продан. Kawasaki Versus, жопа у него, конечно, громадная. Какая же громадная жопа у этого Kawasaki Versus. А вот это что-то интересненькое у нас тут. Вот прям классика-классика. Хрома много, дорого-богато. Я узнал, что это за мотоцикл, это V800. Цена такого мотоцикла 9000 евро. И я увидел у Kawasaki Versus обалденные, классные фонари, которые интегрированы в пластик. Единственный вопрос, что по камням. Если камень туда прилетит, наверное, будет очень и очень обидно. Поэтому я всегда вам советую обклеить фары, еще какие-то элементы, бронепленка. Это классная тема, которая защитит ваш мотоцикл. Первый раз я этот мотоцикл увидел в Эстонии, когда мы с Петровым путешествовали. Получилось очень атмосферно. Петров прокатился на таком мотоцикле. И как сейчас я помню, ему очень он и понравился, потому что здесь удобно сидится. Петров самый большой, хотя он сейчас сбросил, конечно, вес. Он стилевый. Он кажется таким большим, брутальным, чопперообразным мотоциклом. У него тут всего лишь 600 кубов, ну 600 это и немало, но он не тяжелый,
Хорошо управляется, удобный, стилевый, черное на черном, как многие любят. Петров, если ты смотришь это видео, то, пожалуйста, напиши комментарий. Ты давно не писал комментарий, хотя я знаю, что ты смотришь мои видео. Если ты будешь покупать этот мотоцикл, сразу поменяй катафот. Посадка тут наиудобнейшая. Как будто я на Харлее, только который стоит во много раз дешевле. Пацаны, ну красивый мотоцикл. Это вот из той же линейки, как R7, Honda 650R. Это не спорт, но для тех, кто хочет ездить и думать, что это спорт или красивый пластик ему нравится, но чтобы было удобно, вот именно такой мотоцикл нужно брать. Ниндзя 650, цена 7500 евро. Возможно, кто-то еще не видел. Открою вам секрет, мы с вами едем в Блинную. Наш семейный бизнес, ссылочку на инстаграм мистера Блинчика я оставлю в описании. Город Сауспилс, Института Ила 2C. Пожалуйста, вот блины, подъезжайте и кушайте. Сейчас я покушаю и покажу, какие крутые блины у нас. Я внутри кухни. Лера, привет. Привет. Привет, ты опять во влоге. Огурцы режут, очень вкусные огурцы. Кубиночка, привет. Ну, привет, дорогой. Передай всем на ютубчик привет тоже. Всем привет, друзья. Так, вот это наш блинный бизнес. Уже на ютубе было целых 2 серии, друзья. Так что залетайте, смотрите. А мне сейчас сделают куриный блинчик. Виста Делюкс называется. Сейчас покажу, как мы его делаем. Состав блинчика: самое вкусное тесто, которое делает Кубиночка вечерами. Ну, это правда. Да, это правда. Помидорчик, шпинат, желтый сыр, чеддер, курочка. И что еще? И соус. Но Special лука не X. захотели. Я лучка еще себе добавлю. Такой красивый блинчик, большой. Можешь показать, пожалуйста, Да, сейчас. как он выглядит? Там? Пока у меня слюна не упала в тесто. Обалдеть. Он большой. Очень большой и вкусный. Друзья, всем приятного аппетита. Я знаю, что вы уже все доели. Теплого очага, мирного неба, хорошего настроения. Встретимся с вами в следующих сериях. А я буду кушать очень вкусный блинчик. Он такой мощный блинчик. Офигеть, вкусный. Слушайте, кайфурики. Сейчас Лера покажет класс. У нас упаковки закончились. Остались только такие. Все закрываем и в кармашек. Мощь. Милеш, передашь на ютубчике привет всем? Всем привет! Как настроение? Хорошая. Зачем приехала? Чтобы заказать какао. Какао, что еще? Только Только какао? На диете? Ты что, толстенькая? Какао с маршмелло Милеша взяла. У нас есть и сладкие, и соленые блинчики. Блинчики на любой вкус, да, Милеш? да. Приезжайте к нам в гости. Приезжайте к нам в гости. Будем ждать вас. Будем ждать вас. А что ты повторяешь?